Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы поговорим о топ-7 опасных фразах для денег. Перестаньте произносить ниже приведенные слова в этом видео, и ваша жизнь изменится к лучшему. Что это за такие фразы, которые блокируют финансовые потоки, поговорим далее в этом видео. Обязательно досмотрите его до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы желаете финансового благополучия, достатка, изобилия. Пусть они также знают эту важную, ценную информацию. Итак, что это за такие фразы, которые опасны для денег? Вы знаете, иногда, чтобы быть богатым, счастливым, удачным, недостаточно использовать только, например, денежные амулеты или проводить определенные практики и ритуалы. Хотя и это все вместе оказывает некоторую поддержку. Гораздо важнее не блокировать финансовые потоки и придерживаться небольших ритуалов и практик. И если вы перестанете произносить определенные слова, то вы можете заметить, как ваша жизнь изменится к лучшему. Первую фразу, которую мы рекомендуем записать и вычеркнуть из своего лексикона, это фраза «это невозможно». Данная фраза выражает как самого человека, так и его окружающих неопределенностью. С эзотерической точки зрения в мире нет ничего невозможного, если мы с вами не будем говорить об этом, и таким образом каждый раз, когда мы говорим «это невозможно», мы сами блокируем любую ситуацию, и таким образом мы ничего в жизни действительно не можем изменить. Поэтому в следующий раз, когда вы привыкли говорить фразу «это невозможно», важно подумать и сказать «это выполнимо». Это выполнимо. В конце концов, можно реализовать все планы, просто нужно понять, какие действия стоит предпринять и сколько усилий вложить. Остальное дело времени. Следующую фразу, которую мы рекомендуем забыть, это 100 рублей. Очень многие люди любят говорить, что 100 рублей не деньги. Помните очень великую народную мудрость, что копейка рубль бережет. Без рубля нет 10, 100, тысячи или даже миллиона. Помните, что каждый рубль, доллар, евро, вне зависимости какая-то валюта, он важен, но это не значит, что нужно быть жадными. Здесь мы говорим о правильном отношении к деньгам. Если к ним не относиться с должным уважением, они вас просто не полюбят. Поэтому следует ценить каждую копейку и помнить, если для кого-то одного 100 рублей не деньги, то для другого эта сумма может быть весьма существенной. Помните, недооценка денег препятствует богатству в вашей жизни. Следующая фраза, которую многие любят говорить: «Я не могу». Вы должны помнить о том, что возможности человека практически безграничны. Это подтверждают и ученые, и специалисты в области биоэнергетики. И даже если в некоторых сферах бизнеса они крайне ограничены, не нужно говорить «я не могу» или «у меня не получится». Эти предложения создают барьеры во всех вопросах, включая и любовь. Достигнуть своей цели можно в любой области и в любое время. Прежде всего, такие слова отпугивают богатство, потому что тот, кто не может что-то сделать, говорит себе, что не стоит и пытаться быть успешным в этом мире. Если что-то купить невозможно в данный момент, не говорите «я не могу себе это позволить». Гораздо лучше заменить это другими словами. Например, «я куплю это позже». Вот и все. Следующая фраза, которую многие любят говорить: «мне придется».
Помните, что жизнь в долгах, в кредитах – это достаточно большая проблема. И такие фразы не нужно произносить. Особенно вот это «мне придется», даже если они не имеют прямого отношения к деньгам. Повторение таких слов слишком часто может вызвать проблемы. Поэтому человек должен говорить «я должен». И когда он говорит именно «я должен», и таким образом он надевает оковы и выбрасывает ключ из окна. Поэтому лучше заменить фразу простыми словами благодарности и, если возможно, не брать кредиты, не занимать деньги, стараться жить на те деньги, которые у вас есть, и стремиться заработать еще больше и больше. Следующую фразу, которую многие почему-то любят произносить: «Я никогда не разбогатею». Во-первых, внимание обращается на слово «никогда». И здесь оно не только лишнее, но и самое опасное. Денежные потоки блокируются, когда человек все время говорит «никогда», потому что это абсолютная форма отказа. Частица «не» также играет важную роль. Лучше сказать «я разбогатею позже» и избавиться от всего этого ненужного мусора. Постарайтесь не говорить слово «нет», потому что отрицание влечет за собой бедность. Многие из нас любят говорить «я нищий» или «я бедный». Ни при каких обстоятельствах это не должно быть сказано, независимо от того, насколько низок ваш доход. Да, иногда кажется, что благополучие на нуле, но это не значит, что мы должны себе приписывать бедность, потому что на данный момент у нас нет денег. На самом деле нищих нет. Просто у каждого человека свои ценности, свой доход. И не нужно опускаться и говорить «я беден», потому что деньги действительно будут обходить вас стороной. Следующая фраза, которую очень многие любят говорить, и вы можете услышать и в своем окружении: деньги – это тяжелая работа. Это не всегда верно и не для всех. А если постоянно думать об этом и повторять эту фразу, то она станет просто негативной для вас программой. Человек больше не сможет мыслить иначе. А поскольку верит, что легких путей нет, то и пытаться идти просто вперед не стоит. Следует помнить, что количество денег соразмерно приложенным усилиям и к их получению и желанию узнать что-то новое. Если забыть об этом, то увеличение дохода действительно станет невыполнимой задачей. Вот сегодня, друзья, в этом видео мы с вами поделились топ-7 фразами, которые не любят деньги, и такими словами, фразами вы просто отпугиваете деньги из своей жизни. Поэтому обязательно в ближайшее время пересмотрите то, что вы говорите, как вы мыслите, и начните говорить и мыслить по-другому.